Слава Україні! Слава президенту України! Слава героям України! Слава воїнам України! Слава народу України! Слава, слава, слава! Україна – це моя сила! Україна – це моє здоров'я! Україна – це моє натхнення! Україна – це мої батьки! Україна – це моя сім'я! Україна непереможна! Україна – це сила могутня! Україна – це все! Потом приезжают чужие сюда и говорят: твоя еда мне не нравится, твоя охрана мне не нравится, и к тому же я хотел бы одноместный номер. И пострадавшие могут пойти в другое место за свой счет, но они этого не хотят. Для всех украинцев до 70 лет в этой стране есть работа, где они могут работать. Могут. Он существует, даже если они не говорят по-немецки, включая всех матерей с детьми. В этой стране тебе предоставляют уход, ты можешь работать, но вы не хотите идти работать, и именно здесь сталкиваются два мира, и я плачу за все это. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин, Deutschland. Мы начинаем. Поехали. А тот, кто не подписался, подписывайтесь. А мои друзья, ставьте лайк. Желаю вам прекрасного просмотра. Для вас видео это просто трэш. А украинских беженцев зубной врач комментирует украинских беженцев. Чего им не хватает, чего они требуют и чего они хотят. От стоматологов, которые многие люди из нас ходят беззубые. Нет у нас денег, никто нам не платит, мы сами должны оплачивать. Зубные никто не заплатит. Есть у тебя деньги или у тебя их нет. Но украинским беженцам подавай. Им и так практически все бесплатно, кроме имплантатов. Но им подавай все бесплатно. Итак, речь идет о стоматологической клинике в Кёльне. В этой стоматологической клинике лечат в основном украинских беженцев. Кстати, мне одна из врачей сказала, нам выгодно их лечить. Сразу денежки переводят. А вы заплатите, не заплатите, есть у вас денег, нет денег. Люди, которые работают, которые платят эти же новые зубки украинским беженцам, сами не имея возможности поставить зубы или сделать даже классные коронки. И ходят без зубы. Больше и больше. Да я по себе знаю, у меня хронические проблемы. Сколько я денег всунула. На кредит уже, в кредит брала. Но иногда сейчас нам не так легко с мужем, так как он пенсионер. Мой муж ходит, да, я вам скажу честно, беззубый. Беззубый. Во-первых, он еще и немножко боится всегда, потому что здесь не всегда хорошо лечат зубы. Во-вторых, он говорит, вылечишь зубы через год, а не опять надо платить. Вот как у меня было. Я вылечила все зубы, через год мне опять надо было платить. На многие вещи ты имеешь 2 года гарантию. Мне отказывали от этой гарантии, и мне пришлось идти другим путем, опять через Анвальта, Рейксанвальта, то есть брать юриста. За это я еще платила деньги, ждала почти год, потом получила правду. И все это вышло мне 1,5 года. Я ходила без зубов, потому что они поломались. Через год, меньше года, когда мне сделали зубы. А с украинскими беженцами никаких проблем, понимаете? Если у них что-то случилось, опять бы пришли, и им опять новинки сделали. За наши кровные. А нас раздевают до последнего. И у нас совсем уже нет денег. Мы ходим без зубов. Так, зубной врач говорит, стоматолог, о том, что украинские пациенты, беженцы, говорят, что в Украине вся стоматология практически приват оплачивается. То есть, как практически и у нас, кроме вырывать зуб или еще что-то такое, самые мелочи оплачиваем, то есть оплачивает наша касса, страховая касса. Поэтому сам врач говорит, что пациенты из Украины приезжают специально не от войны,
практически, он не хочет напрямую это говорить, а чтобы протезировать зубки сделать несколько раз подряд, вылечить все, а потом отправиться опять домой. Кайф, неплохо, да? В то время, когда мы просто выживаем или работаем, ну, действительно, больной ты, не больной ты, инсульт, инфаркт, тебе надо работать, чтобы позволить себе поехать в отпуск, и у тебя должны быть друзья, чтобы где, как я, например, живу. Это все выглядит прекрасно. Сама бы я это не могла в себя, несмотря на то, что я как бы блогер, позволить себе. Больше не могу, потому что муж вот уже не работает. Друзья, послушайте дальше, что говорит блогер и зубной врач. В стоматологическом центре Кёльна-Уезель и его коллеги лечат значительно больше украинских беженцев. Они тоже застрахованы по государственному страхованию, то есть пациентов в ограниченной системе становится еще больше. Наши украинские пациенты рассказывают мне, что в Украине высококачественное зубное протезирование всегда оплачивается частным порядком. Так что у нас, конечно, есть пациенты с очень высокой потребностью. Это значит, что пациент из Украины приходит к нам несколько раз. Влияние на других пациентов очевидно. Мы больше не можем назначать приемы в такой короткий срок. Это значит, что время ожидания увеличивается. Так и потому, что в стране происхождения просто нет государственной стоматологической помощи. А у нас в Германии такая ментальность полной страховки, конечно, нужно доплачивать. Но это частично оплачивается деньгами. Но теперь вернемся еще раз к заявлению Фридриха Мерца. И если вы это послушаете, кажется, будто это было вчера. Но прошло уже больше года, и медиальный шквал критики был огромным. И население тоже сходит с ума, люди же. Когда они видят, что 300 тысяч соискателей убежища получили отказ, не выезжают, но получают полные выплаты, которые получают полное социальное обеспечение, сидят у врача и делают себе новые зубы. А немецкие граждане рядом не могут получить даже запись на прием. То, что они здесь делают, катастрофа для этой страны. Другой стоматолог из Рейнланда, желающий остаться анонимным, рассказывает нам, каким последствиям это может привести. Его иерархия пациентов – это четырехклассовое общество. Больше всего мне нравятся частные пациенты, каждое их лечение оплачивается. Даже за беженцев социальное ведомство оплачивает мне каждое лечение из налоговых средств. Итак, то, что неоднократно отрицалось, здесь подтверждается стоматологом, который, по всей видимости, знает, почему предпочитает не появляться публично. Иначе придут левые радикальные бойцы, затем идут законно застрахованные, у которых есть бюджет. И в конце пациенты и окей. Здесь с меня берут еще больше. Эти расходы, которые здесь оплачиваются, нагружают нашу систему. Украина получает, которые финансируются через паушальные выплаты страховым компаниям. Возникает огромный дефицит в выплатах для просителей убежища. Или просителей убежища с их стоматологическими пособиями. Они просто создают дыру в муниципальных бюджетах, потому что там были учтены статьи расходов. И это Фридрих Мерц понял уже год назад. Чем это закончится? У меня очень плохое предчувствие и мрачные представления. Но мы хотим верить в добро и надеяться на добро. И поэтому, как теперь многие люди в интернете так красиво говорят, иди на крупнейшую демонстрацию против левого экстремизма. Эти беженцы, находясь в Германии, нам внушают, что они бежали от страшной войны, используя народ Германии, не страну, народ Германии, который сам уже себе ничего позволить не может. Этих людей мне не жалко. Но, к сожалению, нашей страной правит неправильная партия, которая гробит буквально свою страну, свой народ, за счет которого еще держится немножко эта система, которая скоро лопнет, если не придет новое правительство. Украинские беженцы в городе Йена жалуются на условия. Это просто трэш, что творится в Германии. Я вам такие сегодня вещи покажу, что, честно, страшно иногда возвращаться в родную страну, которая прожила практически всю свою жизнь. К чему ведет наш режим в управлении канцлера Мерца и ему подобным.
Им выгодна война, они не хотят останавливаться, они хотят угробить всю Европу. Начинаем. Беженцы из Йены, в то время, когда немецкому народу действительно тяжело выжить, и у которых нет никаких перспектив, даже найти квартиру нет перспектив. Просто снять квартиру. Они жалуются на условия проживания. Украинцы актуально в Йене, в общежитии, требуют, у них вообще слово «требование», а не «просьба». Это нормальное слово для той страны, которая президент Зеленский вместе с нашим правительством идет к краху, полному банкротству в щите. И в это время, убегая из Украины к нам, чтобы не идти на фронт, требуют другие условия в общежитиях. Спасибо, конечно, нет, что их вообще предоставили какие-то возможности. В Испании тут вообще есть организации, но сам их думай и решай, и устраивайся, как ты хочешь. Да даже в Польше уже. Они считают себя травматизированные и выдвигают условия или требования, что им предоставили каждому отдельную комнату только вновь приехавшим в Германию. Каждому отдельную комнату. А у нас, значит, недостатка квартир. Мы так боремся, чтобы найти квартиру с мужем меньше, за меньше, конечно, цену, а не за такую же цену, когда мы платим трехкомнатную, а двухкомнатную или даже 1,5 комнаты, чтобы меньше платить, МИТ у нас говорят, оплачивать квартиру. Значит, мы не можем, а им каждый не успели приехать отдельную комнату, а мы платим им проживание и эти же квартиры. И наше государство, наше правительство потакает этому дальше, дальше и дальше. Несмотря на то, что все страны уже бойкотируют такую помощь. И утверждают, что в общежитиях им не так удобно, если у них было собственное жилье или квартира. Сейчас я вам покажу видео, как возмущается немец по поводу всего этого. Блогер. И таких каждый второй. Недаром у нас уже почти 50% набирает партия АФД, АДГ. Даже те люди, которые выбирали и просчитались, и их обмануло христиано-демократы и другие, которые сказали, все будет идти к лучшему. Украинцы в общежитии в Йене жалуются на условия. Они жалуются на некоторые вещи, которые в общежитиях просто не такие удобные, как если бы у человека была собственная квартира. И, естественно, никто не приходит к мысли просто пойти работать в этой стране. Теперь эти украинцы в этом жилье требуют с помощью профсоюза. Обмен, например, руководство дома, затем, как уже говорилось, одноместные комнаты и еще много других пунктов. И нам сегодня нужно это посмотреть, потому что неблагодарность прямо бросается мне в лицо. Тут приходят люди из зоны военных действий, получают приют, получают еду, получают одежду. А потом говорят мне, да, но мне еда не подходит. Мне не нравится моя комната. И кроме нытья я бы хотел большего. Я могу только сказать, ребята, вы знаете, как вошли, так и выйдете. Лучше всего в течение следующих 6 часов, прежде чем здесь у кого-то сорвет крышу. У тебя есть гости, которые такие назойливые, что хотят есть не только ту еду, которую предлагают. Они не просто так стоят там, нет, они хотят у тебя украсть сосиску с булочки. И я ничего не имею против людей, которые бегут из зон военных действий и действительно нуждаются в защите. Но эти люди обычно благодарны, потому что они знают, что здесь им лучше, чем там, откуда они пришли. Но давайте посмотрим на эти вопиющие нарушения в этом общежитии в Туренчин, Йена, немного подробнее. Эти беженцы написали открытое письмо. Цитата: «Мы больше не можем выносить условия в нашем жилье». Простой вопрос: тогда уходите, никто не заставляет вас здесь оставаться. Мы предлагаем вам полностью бесплатное предложение. Если предложение вам не нравится, никто не заставляет вас его принимать. Возьмите ноги в руки, возьмите свой бритрол в руку с натощей или чемоданом и идите. Пожалуйста, просто уходите, сходите на рынок, съездите во Францию. Посмотрите, сможете ли вы там реализовать свои требования.
Речь сейчас идет о различных конкретных требованиях. А именно, первое требование, которое они выдвигают – смена руководства общежития. Новое руководство должно быть квалифицированным, например, с социально-научным опытом. Ребята, если я кого-то размещаю, могу еще взять менеджера по жилью. Мне не нужен специалист по социальным наукам, который будет объяснять, стоит ли кровать в жилье. Слева в углу или справа в углу стоит. Это просто психологический контроль. Тогда проводятся обыски комнат в общежитиях, потому что это ведь не частная квартира. Но это условие для общежития существует в Германии для всех. Это известно заранее, и если тебя это беспокоит, куда ты можешь пойти? Никто тебя не приклеивал и не приковывал. Вы хотите положить конец незаконным обыскам комнат и проверкам сумок со стороны охраны, чтобы сохранить приватность жителей. Тогда я могу только сказать, извините, вы не поняли, как это происходит в общежитии. Вас имеют право обыскивать, вашу приватность могут ограничивать. Таковы дела. Тогда они не хотят наблюдения там, где их замечают вне общежитий. Это важный момент, нужно спросить город, что он думает об этом наблюдении. Там предоставляется базовое питание, так как в этом приюте в основном пожилые люди. Или раненые в войне, а также женщины и дети. Там у них своего рода служба питания. И, как вы знаете, сервис питания обычно довольно плохой. Они должны платить 150 евро с человека в месяц за 2 приема пищи с хлебом, той, что они теперь хотят иметь возможность готовить самостоятельно. А также не платить ежемесячные расходы на питание. И предоставление подходящих медицинских данных. Да, тут я могу только сказать. Итак, либо вы хотите готовить сами, либо хотите, чтобы кто-то другой готовил за вас. Они хотят готовить сами, но при этом хотят, чтобы старшие тоже готовили для больных. Ребята, вам все же нужно определиться. И то, что питание в Германии в домах престарелых и больницах просто катастрофично. Каждый немец мог бы уже раньше вам это рассказать. Но это еще не все. Они хотят адекватного медицинского обслуживания. Вот сейчас я задаю себе вопрос. Итак, это представлено так, будто у них только неадекватное обеспечение. Как будто человека с открытым переломом не лечат. Как будто черный зуб не вырывают, именно это и подразумевается. И они требуют здесь признания и соблюдения всех медицинских справок, освобождений, которые есть, а также соответствующих карантинных мер. Да, я тоже спрашиваю себя, насколько вы больны? Раньше это были раненые войны, теперь внезапно меры карантина, но главное событие начинается сейчас. Они требуют отдельные палаты для всех взрослых, потому что все травмированы войной. И чаще всего страдают от других заболеваний. Мне приходится сильно сдерживаться, чтобы не взорваться. Это чувство претензий, это удержание претензий там, в их голове. Я мог бы просто лопнуть. Ребята, просьба об одноместном номере, его еще нет. Даже немец в своей собственной стране, а потом приезжают чужие сюда и говорят: твоя еда мне не нравится, твоя охрана мне не нравится, и к тому же я хотел бы одноместный номер, и я спрашиваю себя: ребята, где скрытая камера? Мы здесь как в 5-звездочном люксовом отеле, но да, именно так думают эти люди. Они также хотят поддержки в своевременном устройстве своих детей в детский сад и школу, а также помощи в поиске жилья. И тут я могу только сказать: работайте, люди. Возьмите свои 2 руки, 2 ноги, сожмите зубы и идите работать. 40, 50, 60 часов в неделю, как мы все в этой стране всегда усердно работали. Должны были. Если тебе это не подходит, ищи других хозяев, которые помогут родителям. С деньгами, полными удовольствия, а потом еще и город. Естественно, отклоняет требования как индивидуальные мнения. Этого абсурда уже не переплюнуть. Город говорит, что это все надуманные обвинения, я могу это легко представить. Потому что город соблюдает все законные стандарты и требования к размещению беженцев в общежитии, во многих областях даже превзойдено. Если тебе не нравится, там дверь, иди, просто иди, лучше всего иди домой, я это имею в виду. Также совершенно серьезно. Это невероятно, сколько нам это стоит денег. По санитарным причинам этим жильцам также запрещено хранить продукты питания в своих комнатах, чтобы снизить заражение вредителями или уменьшить риск этого.
Поэтому в этом жилье нельзя самостоятельно готовить. Пострадавшие могут пойти в другое место за свой счет, но они этого не хотят. Сами. Они хотят за наш счет решать свои проблемы, и тут я могу только сказать спасибо. Каждого, кто восстанет, выгоняйте из этого убежища. И если мы что-то скажем, мы будем праворадикальной нацистской толпой с улицы. Только скажу, что эта толпа сейчас, каждый четвертый... Немецкое правительство, вы правительство Германии или вы правительство Украины? Бездельники, которые выбрасывают паспорта на дороге, их принимают. Это не только украинские беженцы, но мигранты, многие из них настоящие убийцы и насильники. Они используют нашу страну, из-за них они постоянно тусуются от нечего делать. Их семьи по 10 детей, которые привозят своих детей. И те же то, что предоставляла украинцы, которые лечат здесь зубки или еще повышают свое здравоохранение, в то время, когда у нас нет времени повышать свое здравоохранение, потому что из-за таких прибывших, которые не платят ни цента, кассы, и которых мы оплачиваем, мы на грани, у нас нет времени, мы должны работать, когда нам бегать по этим. Вот мне приходится, надо бегать. Я прибегаю, начинаю видео делать, это. Устаешь зверски, а те, которые работают с утра до вечера, как раньше работал, это невозможно, как мой муж. Когда он бегал уже по врачам? Нет, конечно, у них мы затягиваем, и люди болеют больше и больше. На грани стресса, не найдешь меньше и меньше терминов ведешь, то есть встречи с врачами, потому что бездельники постоянно тусуются у врачей, проверяя свое здоровье. То у них по-женски, то киска у них болит, то еще чего-то. Они всегда находят какие-то причины, чтобы потусоваться, потому что в своей стране у них или надо было оплачивать, или они считают, не такие были врачи, хотя они здесь тоже недовольны нашими врачами. Тем не менее, здесь же все на халяву, а это халява всегда сладкая. До свидания, до новых встреч на моем канале Эрика Берлин Deutschland. Всего самого наилучшего из сердца к вам, ваша Эрика. Не забывайте, если вам понравилось мое видео, это поможет продвижению моего канала. Поставьте лайк. Очень рада всем вашим комментариям. Буду очень рада, если вы расскажете об моем канале своим друзьям, знакомым, родственникам. Подписывайтесь. Всего самого наилучшего. До скорого. Пока.